Всем привет-привет! Всем прекрасного настроения. Просто смотрела на камеру. Отличная неделя. Надеюсь, в праздники вы отдохнули, потому что, как правило, праздники, наверное, люди, которые работают на наемной работе, ждут для того, чтобы как-то отдохнуть, не знаю, заняться собой. Вот. Очень надеюсь на то, что вам это удалось, вы отдохнули. Вот, и в прекрасном расположении духа смотрите этот расклад. Сегодня мы с вами будем смотреть тему под названием «Почему человек так и не решился на что-то?». Да? То есть другой человек не решился, и мы посмотрим, почему вы не решаетесь на что-то. Да? То есть и тот, и другой формат. Так, вы видите перед собой позиции. И мы с вами давайте приступим сразу. Убираю позиция номер 1, голубенький камешек. Ага, а камешка у нас так и не видно. Получается, ага, вот так пониже надо, значит, чтобы его было видно. Так, ну что ж, я просто секундочку посмотрю, как это все выглядит в камере, все ли хорошо. Вот, и будем приступать. Итак. Почему человек, загаданный вами человек, так и не решился на что-то? Потому что у человека были, наверное, какие-то свои планы по поводу его дальнейшего движения. На том этапе человек был сфокусирован исключительно на себе, на своих каких-то внутренних ценностях, мировоощущениях. То есть он вроде бы и планировал будущее, но исключительно, знаете, вот как это не эгоистично, а он был сфокусирован именно на заботе о себе. То есть на тот период для него это было важно. Вот то, что он планировал туда, куда он хотел пойти, для него это было важно. Так, ну давайте тогда посмотрим, да. Сейчас, секунду, я подумаю. На что он должен был решиться? Вот по вашему мнению, да, на что он должен был решиться? На что он должен был решиться? Наверное, найти ответ на вопрос своего эмоционального составляющего, да. То есть я так понимаю, что найти ответ на вопрос о своих чувствах. Что у него за чувства, ну, как минимум, любит он или не любит, что он проживает. Вот как будто бы вы ожидали окончательного решения, но не поверхностного, да, так как удобно человеку или нет. Наверное, вы ожидали, что человек немножечко уединится, отстранится и действительно глубоко задастся вопросом. То есть его решение, оно не будет, там, я не знаю, какое-то поверхностное, да, то есть вот вы как будто бы хотели, чтобы человек заглянул вглубь себя, а что он там должен был увидеть, помимо. Возможно, вы хотели, чтобы человек разобрался в своих эмоциях. Почему? Потому что есть какая-то болезненная ситуация, возможно, она является причиной, почему человек не совершает те или иные действия в вашу сторону, ну, либо в прошлом не совершал. То есть вам хотелось бы, чтобы он вот эту вот свою задачу, травму, болезнь, не знаю, что там есть, чтобы он ее излечил через некий такой самоанализ, да, через углубление. То есть не убегал от нее, от этой проблемы, которая есть, именно связанная с эмоцией. Почему? А решил ее. Почему? Потому что она, видимо, является камнем преткновения в принятии решения человека по поводу его дальнейшего действия в вашу сторону. Вот, то есть вы как будто бы, знаете, хотели, в ней здесь не проходит роль спасателя, а вы как будто бы хотели, чтобы, наверное, человек исцелился, избавился от каких-то своих травм. Вот, и это бы ему помогло, конечно же, в первую очередь. И, возможно, его мнение, либо его решение, которое так или иначе связано с вами, да, оно бы изменилось. Я не могу сказать там в вашу сторону, не в вашу сторону. Вот, просто здесь есть такое ощущение, что вы хотели бы как будто бы помочь этому человеку, да, то есть
избавиться от какой-то травмы, от какого-то переживания, которое у него есть. И вот если бы этой травмы, этого переживания не было, то человек бы, возможно, вел себя по-другому по отношению к вам. Вот. Но человек принял решение делать то, что важно ему. И здесь не идет речь о том, что вот как-то вот ваши пути расстались, да, и человек ушел. А здесь немножко другое. То есть человек как будто бы выбрал то, что было важно, значимо для него. То есть то, что входило в его планы. Потому что здесь энергия того, что человек, возможно... Во-первых, у меня идет разногласие в ваших ценностях. У вас свои взгляды, у человека свои взгляды. Вот. Конечно, кто-то может сказать, что, ну, это ясное дело, да, такое, само собой разумеется, но здесь как будто бы, понимаете, здесь не противоположные взгляды, а они отличаются. Вот, допустим, для человека важна его реализация, социум, допустим, к примеру, это пример, а вам важно ваше саморазвитие. Да, и сказать, что одно важнее, а другое не важнее, нет. Оно просто разное, и точки соприкосновения здесь сложно найти. Поэтому ваше видение жизни человека, оно вот как будто более такое, по королеве кубков, оно более глубокое. У меня такое ощущение, что вот вы этого человека понимаете намного глубже вот именно с точки зрения, не знаю, там, психологии, его мотивов, травм. То есть вы как будто бы считываете человека, анализируете его глубоко, вот его внутренний мир видите, а человек не настолько глубок, то есть он более поверхностно действует, и здесь его какие-то мотивы, они идут, знаете как, поверхностный не потому, что человек поверхностный, а потому что он живет намного проще. То есть вы вот все, возможно, анализируетесь, стараетесь понять причинно-следственные связи, в чем-то разобраться, углубиться, а человек здесь себя этим не обременяет, да, потому что у него какая-то жизненная позиция другая, понимаете? Но он не поверхностный, он тоже глубокий, но вот у него его глубина, она другая. Вот ваша глубина и ваша ширина, как объяснить? Вот как можно, например, сравнить, там, я не знаю, море и океан? Океан – это одно, море – это другое, да, есть что-то общее, и у вас есть это общее. И вопрос разницы не только в объемах, да, одно больше, другое меньше, одно глубже, другое, мельче. Здесь не такими категориями, а... Ну, я не знаю, как вам это объяснить, но разное. Вот здесь все равно. Но есть очень много общего у вас. Поэтому почему человек так и не решился? Потому что ему в жизни, ему по жизни, да, есть какие-то другие ценности. Вот он как будто бы более земной, что ли, более практичный. Ну, давайте посмотрим его ценности. Шестерка кубков. Вот ему важно его эмоциональное состояние, чтобы оно было, знаете, каким? Чтобы вот ему было хорошо, да. Здесь не про наивность. Здесь человек, еще раз скажу, он тоже глубокий, он тоже мудрый, но он умудренный жизнью, у него какой-то вот такой житейский, практичный взгляд, да, в отличие от вас, который может быть, там, я не знаю, психологический, философский. Вот. Но здесь у человека ценность по шестерке кубков, она связана больше с таким, знаете, состоянием, когда вот мне эмоционально хорошо, мне спокойно, я в безопасности, и вот это вот главное для меня. То есть я могу предположить, это, знаете, у мужчин бывает такое, да, когда мне не выносит мозг. Вот пускай будет рутина, пускай будет однообразие, ничего не меняется, не надо мне никуда ходить, не развиваться. Здесь не про лень, а здесь вот про то, что, знаете, как-то человек ограждается. Возможно, у него в социальной сфере очень много трудностей и задач ему нужно преодолеть. Знаете, вот как бывает, например, у бизнесменов, там нужно договориться, особенно если это большой капитал, да, вложение.
Вот, и человек решает в социальной жизни кучу разных трудностей. Вот он приходит домой, да, это его крепость. Вот в этой крепости я хочу чувствовать себя в безопасности, я хочу расслабиться, я не хочу решать проблемы именно в доме. Вот у него какая-то такая ценность, то есть для него ценность внутреннее спокойствие. И все, что будет нарушать его душевное спокойствие, это неважно в плюс или в минус. То есть влюбленность, эмоции, это тоже нарушение спокойствия. Там, я не знаю, радость какая-то, суматоха перед праздником, да, либо там какие-нибудь покупки, это тоже эмоциональное нарушение его спокойствия и баланса, он тоже это будет избегать. То есть человеку хочется, чтобы в душе у него было спокойно. Пускай это будет болото, но это будет его спокойствие. Вот и это его безопасность. Для него это важно как ценность. Еще что для него важно? Ну вот 4 мечей, знаете, как... чтобы был мир в душе. Да, он понимает, что это какая-то иллюзия, потому что оно нереально. Здесь человек не стремится в контексте развития себя, да, вот прийти к этому состоянию умиротворения, да, либо внутренней гармонии. Здесь как будто бы эта гармония и спокойствие, оно создается технически. Когда человек отгораживается, да, то есть меня никто не трогает, я ухожу в уединение, либо я просто дома закрылся, да, все, меня никто не трогает, значит, это хорошо. Ну, то есть это, с одной стороны, это как будто бы, не знаю, как некий суррогат. То есть это не настоящее такое спокойствие душевное, да, когда человека ничего не трогает. Но вот это для него ценность. Когда есть мир в душе, когда его никто не трогает, его никто не грузит, у него нету мыслей никаких и эмоций никаких, которые бы его как-то выводили из себя. Вот. А вы как раз-таки, исходя из этого, да, вы наоборот хотите, чтобы он погрузился и там что-то искал. Для него это боль, для него это дискомфорт, он никогда не будет это делать, потому что это идет вразрез его ценностям. Он этого будет избегать. А вы понимаете, что вот если бы он погрузился внутрь себя и это сделал, да, то, знаете, как какой-то бы катарсис произошел. Человек этого делать не будет ни при каких усилиях, да, ни при помощи мастера, ни самостоятельно, потому что это будет выводить, это будет, как его нутро будет колыхать, его нутро будет беспокоиться, а он, наоборот, стремится к противоположному. Поэтому я сказала, что здесь какой-то искусственный, какой-то суррогат спокойствия, потому что оно такое очень поверхностное и зависимое от внешних обстоятельств, да, то есть здесь не внутренняя такая сила, которая успокаивает человека. В общем, сейчас, конечно же, не про это, да, расклад, а почему человек так решил, потому что вот у него есть такая ценность, и все, что его будет выдергивать из его этого состояния, он будет сопротивляться. В принципе, вы явились такой причиной. Вот, поэтому человек принял решение, что я буду делать, не в контексте того, что я уйду от вас, да, здесь не об этом. Здесь почему человек не решился на что-то, потому что у него есть свои планы, у него есть свои какие-то мысли, и эти мысли, они зациклены с одной стороны на материальности, а с другой стороны на своем внутреннем круге. Он заботится о том, что есть внутри него. Вот. И опять же таки, да, с точки зрения человечности можно сказать, что это эгоизм, а с точки зрения психологии можно сказать элементарно, что это такой защитный механизм, да, что человек говорит, если я о себе не позабочусь, обо мне никто не позаботится. И на самом деле этот человек очень весь чувствительный эмоционально. Если для него вот это вот прям является такой большой важностью и значимостью, он это охраняет, понимаете? Поэтому если вы не будете трогать его эмоциональный план, в том числе и своей вот этой вот любовью, если у вас здесь, если касается личных, да, отношений, если вы его не будете трогать, даже если это, там, я не знаю, профессиональная какая-то сфера, если вы не будете выводить его на эмоции, это будет вообще прекрасно, вы с ним сможете договориться. И здесь очень важно не копать вглубь этого человека, он не хочет, ему это не нужно. Поэтому здесь спасать человека не нужно, он не считает это нужным, он считает, что с ним все окей, поэтому он так решил. Так, думы человека мы разобрали, я, в принципе, хотела сделать очень коротенький расклад, но коротенький, видимо, не выйдет. И второй вопрос, почему вы не решаетесь на что-то? Сначала мы посмотрим, на что вы не можете решиться, а потом почему. На что вы не можете здесь все решиться? Башня разрушить, да?
Вы не можете от чего-то освободиться. Чего вы тут не можете освободиться? От чего вы тут не можете освободиться? Так, сейчас подниму чуть-чуть. От того, что здесь есть что-то, что ограничивает ваш взор. Вы не... Ну-ка, чего здесь освободиться? Здесь вопрос не то, что вы не можете освободиться от двойки жезлов, а наоборот, вы не можете увидеть эту двойку жезлов. Вы не можете увидеть какие-то горизонты, которые перед вами открываются. Вот какое-то такое открытое пространство, а вы его не видите. Возможности какие-то свои не видите. Угу. Какую-то ценность чего-то вы тут не можете увидеть. Ценность чего? Прикладываемых вами сил. Такое ощущение, что вот вы как будто бы... Вы не можете освободиться от каких-то установок и убеждений, программ, называйте это как хотите, которые есть в вашей голове и как белое пятно, которые не дают вам возможности увидеть что-то ценное в тех перспективах, которые перед вами открываются. То есть здесь может быть еще такое ощущение, что вот вы прикладываете очень много усилий, либо силу, но как будто бы вот вы не видите результата, что ли. И вот вам нужно здесь отказаться от такого видения, что вот я как будто бы делаю, а это бессмысленно, да, то есть я не вижу результата, значит, наверное, мне это делать не нужно. Вот здесь какое-то обесценивание, да, своего рода проходит. Ну-ка, еще от чего вам нужно здесь очиститься? Вы не видите обратной связи, то есть вот я говорю результата, да, взаимодействия. Либо вам кажется, что вам необходима на данном этапе какая-то помощь, либо вы не видите здесь действительно то, что вы делаете, вот какой-то результат своего труда. И когда вы его не видите, а здесь вопрос не в том, что его нету, а здесь вопрос в том, что это белое пятно, и вы его не видите. То есть другие-то могут видеть, а вы нет. И вы это обесцениваете, ну, то есть свой труд. Ну, если я не вижу результата, значит, его нету, значит, я этим заниматься не буду. Вот здесь как будто бы это касается профессиональной сферы, социальной сферы. То есть, ну, то есть это, ну, может быть, даже и личной касаться здесь. Но интересно, тоже сказала про личный, да, и подумала. Но неважно, суть в том, что вы как будто бы не видите обратной связи. А почему вы не видите обратной связи? А потому что она приходит к вам не в том формате, в котором вы хотите. Вам кажется, что вот все как будто бы дается, не знаю, то ли легко, что ли. А вы, наверное, привыкли, что есть какие-то трудности, сложности, а тут вот все идет хорошо, все идет легко, все является каким-то праздником, и можно наслаждаться, а у вас не получается. Потому что вот для вас, наверное, ценность как раз-таки это какие-то трудности, преодоления, вот то, что вот вы заметили, да, в другом человеке, вот здесь вот по тройке мечей, вот эти вот страдания, которые надо очиститься, и вы, наверное, привыкли мыслить такими категориями, поэтому вам от этого нужно очиститься. То есть не всегда жизнь, она трудная. Вот бывают же белые полосы, а вы почему-то, вам кажется, что ваша жизнь, она вся такая, ну, мрачные какие-то оттенки. Угу. У вас есть иллюзии. Вот в чем заключаются ваши иллюзии? В трудностях, сложностях, понимаете? У вас есть какая-то установка, которая говорит о том, что если что-то легко, то значит это, как она называется, в мышеловке. Я не понимаю, что-то, секундочку. И не могу понять, света, что ли, нет. Недостаточно. Посветлее сделаю. Я извиняюсь за отступление, мне казалось, что как-то темно. Вам кажется, что вот ваша жизнь – это череда каких-то трудностей, преодолений, и вот в этом есть иллюзорность. И, возможно, когда вы видите обратную связь, что она к вам приходит легко, вы ее обесцениваете, потому что вам кажется, что, ну, не знаю, может быть, люди лицемерят, может быть, обманывают. Ну, здесь какая-то иллюзия в вашем восприятии.
Просто по причине того, что вы привыкли, что всегда есть какие-то трудности, их нужно преодолевать, а когда легко, то это вот значит иду не туда, либо что-то не то. И в таком случае, почему вы не можете решиться на что-то? Потому что здесь нужно исцелить что-то. Вот что нужно исцелить? Поставить точку на чем-то. Что-то здесь нужно завершить. Все арканы указывают на завершение. Причем завершение, знаете, вот получение... я поняла. Вам нужно убрать фокус внимания с результата. Что вот здесь идет как будто бы какая-то привязанность к результату. Вот я хочу, вот мне важен результат. Все. И если я этот результат конкретный, который у вас в голове есть, не получаю, значит, я это все обесцениваю. То есть вам нужно снять фокус внимания именно с конечной точки, с результата, да. Угу. Потому что вы оцениваете всю ситуацию через конечную точку Б. Если вы ее получили так, как вы ее хотели, значит это ок. Если не получили, значит что-то не так. А вот формат вообще взаимодействия с миром, он может быть отличный от ваших ожиданий. И здесь, скорее всего, вас жизнь именно этому и учит, потому что вот у вас есть какая-то, знаете, здесь не категоричность, а вот какая-то конкретика. Вот вы любите конкретно, вот чтобы было вот так, вот так, вот так, все, чтобы так вам было понятно. А если вам дают не совсем конкретно, например, абстрактно, либо вам попадается человек, который не говорит теми категориями, которые вы привыкли. Например, вы задаете вопрос, да, там, я не знаю, пойдем сегодня гулять. И вы ожидаете ответ, что да, пойдем. Если вы получаете ответ в формате, ну, я не знаю, надо посмотреть, либо там поживем, увидим, да, все зависит от обстоятельств. Вот это вас будет раздражать, и вы будете воспринимать, что нет, человек не отказывает. На самом деле нет, просто у человека же свой формат видения мира, и, может быть, действительно у него жизнь такая изменчивая, что он не может заранее предугадать, что его ожидает, да, то есть, разные форматы могут быть. И вот когда вы видите вот такое взаимодействие в общении, вам кажется, что нет, человек лукавит, обманывает, вот, и, на самом деле это не так, это просто другой человек, вот вы вот в этом... как сказать, вы хотите вот эту вот конкретику, и в этом эта проблема, которая создает вам трудности и сложности. И здесь, когда у нас выпадала двойка жезлов, да, через башню, очищение, разрушение, то есть увидеть, что жизнь, она не тоннельная, не так, как только вы ее воспринимаете. Это не ошибочно, но... Возможно, ваше мышление, оно сформировалось и работает в таком формате, а мышление другого человека в другом. То есть в теории вы как будто бы допускаете, что другой человек может быть другим. А на практике, когда он себя проявляет по-другому, вам это кажется странным. Да? То есть вы это не принимаете. Вот в этом заключается трудность. И поэтому, отвечая на вопрос, почему вы не можете решиться на что-то, это только лишь потому, что вы зациклены на какой-то конкретный результат, который вас интересует. А здесь, скорее всего, понимаете, здесь акцент нужно сделать на сам путь, на сам процесс, не на результат. А вам сложно, потому что вы слишком конкретные в своих пониманиях. То есть если я не получу тот результат, который я хочу, зачем мне вообще этим заниматься? А вариант того, что если я не получу результат, но я буду заниматься, и я все равно как-то себя обогащу каким-то опытом, знаниями, не знаю, информацией, новыми связями, вы это вообще никак не рассматриваете, понимаете? И вот в этом идет какая-то такая загвоздка, что жизнь, она не такая однобокая, как вы принимаете. И поэтому башня говорит о том, что здесь нужно очиститься от ваших сценариев, которые уже не работают, да, и вот здесь вот аркан у нас умеренности выходит, да, то есть исцелиться, пройти внутреннюю какую-то очень медленную и плавную трансформацию по завершению именно вот этого сценария. Он не резко должен произойти, вот вы медленно через, знаете, через как-то осознание, что ли, что... Есть многовариантность, многогранность, многоуровневость,
Вот, то есть в теории вы ее знаете, но на практике, вот касательно вашей жизни, вот в каких-то моментах это для вас является белым пятном. И когда мы говорим белое пятно, это значит, что как бы вам что ни объясняли, вы это все равно не увидите. То есть я не знаю, что должно произойти как-то на практике, чтобы к вам вот пришел вот этот вот инсайт, вы его словили, сказали: во, я поняла, теперь да, я буду смотреть. То есть здесь вы не глупые люди, вы это понимаете, но вот именно... Знаете, когда я рассказываю, вам это как будто бы понятно, а когда дело доходит до какой-то конкретной ситуации, вы не можете сопоставить, вы не можете увидеть, что вот она ситуация, где я вижу вот это вот белое пятно и отказываюсь от этого. Понимаете, здесь вот такая фишка. Так, это была первая позиция. Если вдруг мне не будет хватать карт, я буду использовать. Так, позиция номер 2, красный камешек. Так, двоечки, секундочку, водичку попью. Я извиняюсь, но у меня в последнее время стало горло сохнуть. Так, смотрим, двоечки. Почему человек... так и не решился на что-то. Вот почему человек, которого загадывает, так и не решился на что-то. Потому что он не сделал окончательный выбор, понимаете? Он не смог найти для себя ответ на вопрос, почему ему нужно выбрать что-то одно, либо что-то другое. То есть здесь человек либо избегает какие-то последствия своего выбора, да, то есть он не готов принять последствия, он не готов взять какую-то ответственность, да, почему? Он как будто бы не готов отказаться. От чего? Когда мы выбираем что-то одно, да, допустим, единицу выбираем, мы отказываемся от двойки. Если выбираем двойку, отказываемся от единицы. И здесь человек, он как будто бы не уверен, да, что вот я полностью могу что-то одно выбрать и сфокусироваться на нем и погрузиться в это. Еще почему человек так и не решился на что-то? Луна. Возможно, человек испугался, да? Но нет, здесь, скорее всего, не испуг, а здесь, скорее всего, не хватило ясности человеку, да? Вот почему он не может сделать выбор, почему он не может определиться? Потому что человек что-то для себя не прояснил в данной ситуации. То есть есть какие-то непонятные моменты, что... Здесь есть разочарование. Разочарование чего? Вот пятерки, да? А вот то, что я сказала вот здесь по аркану влюбленных, да, в самом начале, так оно и есть. Как будто бы человек не совсем понял ценности того или иного пути. То есть тот выбор, который он должен сделать, во-первых, он не понимает, зачем ему сделать выбор. Потому что пятерка мечей указывает на ограниченные силы, которые есть у человека, не в контексте ресурсов, в контексте изначального поражения. То есть я не вижу смысла, да, то есть это как будто бы проигрыш изначальный. То есть, что бы я ни выбрал, это будет в минус. Вот либо так выберу. Неважно что. И то, и другое это провальное. Это не будет, игра не будет стоить свеч. Я здесь потрачу очень много сил, ресурсов, а толку от этого нет. И поэтому человек вообще не выбрал и не то, и не другое, понимаете? Он изначально ощущал, что вот эта вот вся ситуация, она его разочарует. То есть вот как бы он ни старался, он не получит желаемого. И поэтому ему здесь не хватило ясности. То есть, знаете, человек не увидел, вот то, что я говорю, ценности, он не понял, для чего. Вот для чего мне вообще выбирать, для чего мне прикладывать усилия, для чего мне, что мне это даст. И когда человеку объясняешь, вот тебе это даст вот это, а тебе вот второй путь даст вот это, человек здесь не будет согласен. Он все равно будет говорить о том, что в теории, да, я могу тебя понять, вот, но на практике это не совсем так. Вот типа, если ты хочешь, чтобы я тебе поддакивал, либо там говорил, да, ты тут прав, да, соглашался, да, но внутри себя человек этого не ощущает, поэтому ему не хватает ясности всей ситуации, поэтому человек и не решился. А на что он должен был здесь решиться, по вашему мнению?
ну, взять ответственность какую-то, да, решиться. Разрулить какую-то ситуацию он здесь должен был. Проявить себя в какой-то степени. Стать более разумным, да, как-то. Да, взять ответственность. Взять ответственность. Это если здесь говорить простым языком. Но у меня такое ощущение, что вот если вдруг здесь речь идет о мужчине, а я склоняюсь больше, что это вот как-то, как будто бы, знаете, как женщина смотрит на мужчину. Не потому что я знаю, что у меня основная категория женщин, но есть и мужчины. А потому что здесь такая энергия, да, более мягкая, когда женщина что-то ожидает, каких-то действий, поступков от мужчины, а мужчина не стал поступать. То есть он не стал брать ответственность, он не стал решать какую-то задачу, он не стал включать свои мозги. То есть он просто-напросто не включился в этот процесс, потому что ну, он понял, что это как-то вот бессмысленно. Для него это бессмысленно. Да, как-то так. Хорошо, и второй вопрос тогда. А почему вы не можете решиться на что-то? Во-первых, на что вы должны решиться, а потом посмотрим, почему. На что вы должны решиться? Ну, с одной стороны, здесь, возможно, вы должны решиться на какой-то диалог, вот, на какое-то общение. С другой стороны, если обширно вот так вот смотреть, да, решиться на то, чтобы как-то заявить о себе, да, больше показывать себя, больше общаться, больше быть на виду у людей, то есть проявлять какую-то активность, проявлять инициативу, заявлять о себе. Такое ощущение, что вот как-то больше показывать в социальной сфере, что ли, в соцсетях. Еще на что вы тут должны решиться, Верховная Жрица? Ну, возможно, здесь по Верховной Жрице, да, мы можем сказать, причем Королева Жезлов, Верховная Жрица, может быть, все никак не решаетесь заявить о своем даре, о своих способностях, как-то больше рассказывать о себе. Такое тоже может быть. Либо вы никак не можете решиться шагнуть в неизвестность. То есть вот вы доходите до чего-то, да, до какого-то момента, и вам не хватает как будто бы храбрости шагнуть в неизвестность. Вот какую неизвестность здесь вам не хватает? Семерка Пентаклей. Здесь неизвестность такая, которая, знаете, уже изначально не то чтобы обречена на провал, а это неизвестность, которую вы прикладывали много усилий, но она не дала тех результатов, которые вы хотели. И здесь, что бы вы ни делали, вы не получите желаемого результата. То есть либо здесь получите результат, но он будет настолько минимальный по отношению к затраченным силам, что проще как будто бы отказаться. И вот вы как будто бы не можете шагнуть в эту неизвестность не потому, что так будет, а это ваше восприятие, что я шагну, и мне придется прикладывать много каких-то усилий, а плодов я не получу, то есть результата своего труда я не получу. Почему вы так считаете? Рыцарь кубков. Ну, здесь какой-то прошлый опыт, да, есть накопившихся каких-то мыслей, да, то есть вы как-то вот прокручиваете то, что было у вас уже в прошлом, и то есть как бы вы это прошлое не крутили, не вертели, а оно имеет какой-то негативный окрас, вот как некая такая, знаете, обида. И поэтому здесь эмоциональный вот этот вот фон, он не пускает вас пойти за завесу Верховной Жрицы. Так, вот на это вы все никак не решаетесь. А почему? Ну, хотя мы уже сказали, почему. Я скажу, да, король кубков. Почему? Потому что очень много внутренних каких-то переживаний. Во-первых, здесь очень много слов, бесед, разговоров, может быть, на тему той задумки, той реализации, вот то, что вы хотите. То есть вы об этом очень много говорите, а по факту ничего не делаете. И в теории здесь эта идея, она очень такая, ну, классная, здоровская, вот, но вы ее все никак не можете реализовать. Почему?
Потому что, с одной стороны, вам как будто бы не хватает воздуха, да, то есть разумности, планирования, не хватает конкретики, а с другой стороны не хватает пентаклей, не хватает практичности. То есть вы не знаете, то есть у вас нету прописанного плана, у вас нету пошагового понимания того, вот сейчас я вот это сделаю, потом вот здесь вот это будет стоить столько, вот здесь это будет стоить столько, вот здесь, возможно, мне нужны новые какие-то знания, это будет стоить столько, а вот здесь мне нужно будет с этим договориться, туда сходить. То есть, вот понимаете, какие-то практичные моменты, то есть внутри вас это все кипит, внутри вас вы получаете удовольствие, наслаждение от вот вашего желания, от той, не знаю, энтузиазма, то, чем вы горите. И это вот прям очень глубоко цепляет вас, глубокие такие переживания, но это все внутри, понимаете? То есть наружу вы это не выносите, то есть в реализацию вы это не воплощаете, это не материализуется, вы не делаете никакие действия в сторону того, чтобы это случилось. И здесь такой, знаете, тоже интересный момент, что здесь даже не страхи, а здесь отсутствие понимания. Вот точно так же, как у этого человека. У меня такое ощущение, что вы себя здесь загадали. На всякий случай, потому что вот прям очень похоже. Здесь проблема, знаете, еще может быть в чем? Вот на что я хочу сказать, что в душе вот вы как будто бы горите и делаете это. Но в реальности действий конкретных нету. И вот мне хочется сказать, что вы попробуйте, сделайте хотя бы первый шаг. Знаете почему? Потому что здесь такое вот у меня по ощущениям, да, и как энергии выпадают, что в процессе реализации того, что вы хотите, вы можете отказаться от этого. Не потому что испугаетесь, либо еще что-то, а потому что вы поймете, ну, она как будто бы обесценится, что вам это не нужно. Потому что, опять же таки, да, вот этот вот прошлый опыт, не получили то, что вы хотели, потому что вы там недостаточно действовали. Вот вам надо брать как-то количеством, понимаете, не качеством, а количеством, то есть много раз пробовать, пускай даже ошибочно, вот, и сделать правильный вывод из тех результатов, которые вы получите. Но здесь вот по энергиям такое ощущение, что это, знаете, как человек говорит, вот я люблю торт, я хочу сладкое, я хочу сладкое. И вот он про это говорит, а все никак не покупает. И в какой-то момент его берут за руку и говорят, ну пойдем, окей, я тебе куплю. Вот заходи вот в магазин, да, смотри, сколько сладостей, там шоколадки, мороженое, вот все, что ты хочешь, торты. Вот бери вот все, что твоя душа хочет. Вы говорите, да, я могу, да. И вот вы начинаете выбирать, а потом говорите, слушай, пойдем домой, вот что-то мне уже расхотелось, да. То есть вот здесь примерно такое, то есть как только вы придете к колодцу напиться, вы поймете, что вот эта вот ваша жажда, она как будто бы была иллюзорная. Я не знаю, почему я увидела именно это, но вот это как один из вариантов. Я не говорю, что 100% так будет, но это вот как один из вариантов. Попробуйте, пожалуйста, что-то делать, начать делать, потому что, опять же таки, даже если вы разочаруетесь, это будет классно, потому что у вас появится другой план. И, может быть, тот будет более реалистичный. Ну, как вариант, да, я не говорю, что так будет, но как вариант. Еще почему вы не можете решиться? Ну, вот повешенный, потому что вам нужно посмотреть под другим углом, да, под другим углом. С другой стороны, вот здесь у вас есть ощущение того, что я не хочу чего-то лишаться, да, то есть есть здесь какие-то ограничения, либо которые вы на себя будете накладывать самостоятельно, добровольно, либо какие-то обстоятельства на вас накладывают эти ограничения, и вы как будто бы сопротивляетесь этому, да, то есть я вроде бы хочу получить то, что я хочу, но при этом я не хочу себя ограничивать в чем-то. То есть это тоже один из моментов. В чем вы себя не хотите ограничивать в празднике, опять же таки, да, вот у меня такое ощущение, что здесь какие-то вот все эти мысли, они иллюзорные. То есть вы можете, допустим, заниматься тем, чем вы хотите, и не ограничивать себя от праздника. То есть получать этот праздник, который вам необходим здесь по четверке жезлов, через свою работу, если вы ее любите, и она вас наполняет. Не могу сказать здесь точно, потому что я не знаю, чего конкретно касается, но энергия здесь такая, что вот что-то здесь
иллюзорное проходит. То есть вы как будто бы получаете удовольствие больше от представления, мечтаний, фантазий. Вот как если бы я вот это сделаю, вот это сделаю, вот это сделаю, а потом я еще вот так получу. Так. Ну, то есть вот какие-то сценарии, знаете, которые вы создаете в своей голове, это прям сценарист-постановщик. И вот эта вот ваша творческая натура, она прям получает удовольствие от самого представления, нежели от реализации. Вот здесь что-то такое проходит. И это причина... Вот, дайте-ка я посмотрю, насколько вот реалистично. Ну, то есть вы действительно этого хотите. Вот прям реалистично. 8 жезлов. Вы хотите какого-то движения, да, аркан колесницы, вы хотите движухи. Угу. Понимаете, здесь даже вопрос не в самом желании, а в энергетике, которую вы получаете при реализации того, что вы желаете. Вот огненная часть воды у короля кубков, да, вот это вот огонь, он здесь вот и проходит. То есть вы кайфуете, вы получаете удовольствие от самой движухи. То есть даже если это не касается этого желания, а вообще в вашей жизни появится очень много активности. Ну, например, там, не знаю, надо организовать какой-то праздник, там, с кем-то договориться, встретиться, да, то есть какие-то организационные моменты. Вы будете получать от этого удовольствие. То есть здесь вам не хватает как будто бы движения, да, то есть проявление себя, движения. И поскольку реальность вам не дает это, да, вы создаете эту иллюзию, как искусственно, в своей голове, вот эту вот активность. Но вам хотелось бы, чтобы эта активность, хотя, в принципе, для вашего сознания это абсолютно все равно, да, это будет в реальности, либо это будет в виртуальном мире, да, она активничает и так, и так. Но плодов-то по 7 пентаклей мы смотрели, вы не получаете. Почему? Потому что очень много вот этой вот активности виртуальной и очень мало реалистичной. И у меня такое ощущение, что вот это вот реалистичная какая-то, ну, то есть в физическом плане, активность, она бы не приносила вам столько удовольствия, сколько то, что вы проживаете в голове. Вот есть там какой-то вот нюансик такой, да. Может быть, из-за того, что там все будет как-то так, как вы представляете, а без каких-либо внешних ограничений и вмешательств. Возможно, поэтому аркан повешенный здесь и выпадает, говорит о том, что в реальности, если бы я начала это воплощать, да, я бы столкнулась с какими-то ограничениями, а в своей голове у меня нет ограничений. Это только мое воображение можно не ограничивать в силу того, что, ну, я не могу это представить, там, что-то одно. А так, в принципе, в голове, ну, то есть это вот творчество, придумывай то, что ты хочешь. А в реальности вот именно так не получается. Там всегда есть какие-то ограничения. И, возможно, это тот фактор, который вас сдерживает. И вам приходится прикладывать больше усилий, нежели в голове. Ну, в голове так представил солнце, оп, и солнце вышло. А в реальном мире, если вы представляете там либо в 12 ночи, то солнце, пока не будет время восхода, там 4-5 утра, вы его не увидите. По крайней мере, допустим, вот той местности, ну, если там нету такой возможности, да, сейчас увидеть. То есть как бы вы в реальности не представляли, не хотели, но не будет. Там какие-то другие свои законы. Вот эти вот законы, они ограничивают вас. Здесь немножечко такой психологический формат, и как будто бы вот идет некий побег от реальности. Пересмотрите это. То есть это неплохо, это просто... Вам нужно понять, вот, что в реальном мире является вот этим повешенным, да, что в реальном мире является ограничением, каким-то ограничивающим фактор, который вас сдерживает. Вот если вы с ним сможете договориться, как-то прояснить для себя, увидеть, что это такое, то дело пойдет, да, и активность, и движение будет. Правда, оно не будет таким быстрым, скоростным, как в вашем представлении в виртуальном мире, потому что все равно физика, она как-то задерживает о вашем мире, ну, в вашем варианте, втором варианте здесь физический план сдерживает намного, забирает больше времени, да, сдерживает вас. То есть то, что вы представляете, вы можете это реализовать, правда, здесь займет больше времени, чем вы себе можете представить.
Ну окей, вопрос времени всего лишь, да, то есть наберитесь терпения, но, по крайней мере, это будет то, что можно пощупать, да, это что-то такое осязаемое, то, что можно потрогать и действительно в реальности наслаждаться, да. Это не будет какой-то вот фикцией, либо каким-то фейком, придуманным в голове, потому что в мире идей, да, вот этой вот виртуальности, там нету физического плана, нету этой энергии, нету плотности энергии, она такая достаточно разбавленная, что ли. Поэтому вы не получаете там удовольствия. Вот так. Что-то тут такое. Давайте я вот сюда поставлю. Это у нас была первая позиция. Это вторая. Так, и мы с вами переходим к позиции номер 3, зелененькому камешку. Секунда. Окей. Так, смотрим. Троечки. Почему человек так и не решился на что-то? Почему человек так и не решился? Король жезлов говорит о том, что он решился. Что здесь нет такого? Либо, если он все же не решился, то здесь есть какая-то причина, сдерживающая его. То есть это какая-то привязанность, либо это большие какие-то страхи, вот, либо какие-то внутренние его проекции, которые его сдерживали. Почему человек не решился? Четверка кубков. Потому что здесь было какое-то пресыщение эмоциями, да, и вот я говорю, это вот какая-то вот привязанность здесь была. И человек не решился. Простыми словами, здесь как будто бы человек не совсем увидел, не совсем понял тот шанс, который ему даются. Он не готов был его принять. То есть он не был тогда в том состоянии, готовым принять именно новые возможности в контексте эмоций, в контексте переживаний, потому что здесь кубки идут. То есть он настолько был переполнен теми состояниями, в которых он находился, что вот что-то новое впустить в себя, что-то новое ощутить, у него как будто бы не было возможности. Да? Здесь вопрос пресыщения, но в этом-то и была его ошибка. В этом и есть какая-то иллюзорность. То есть всегда можно что-то новое увидеть, всегда можно что-то новое захотеть, но на том этапе, о котором здесь говорится речь, человек не хотел. Ну, то есть его как будто бы, знаете, вот все устраивало. Ему было комфортно. И вот в этом была его некая такая ошибка. То есть он создал для себя какое-то вот такое вот болото, что ли, эмоциональное, какую-то стабильность, да, то есть здесь какие-то свои были правила эмоциональные, вот, и за которые он держался, и поэтому он не был готов принять решение, проявить инициативу. Хотя я сказала, для какого-то маленького процента он как будто бы решился. Ну, это прям маленький процент, 3 что ли, 3-5. А так, в принципе, здесь вот этот вот дьявол, который его сдерживал эмоционально. А на что он должен был решиться, по вашему мнению? Ну, на какое-то движение, да, что-то он должен был здесь закончить, что-то он должен был здесь завершить, но здесь человек как будто взял паузу, он не готов был, да, не было готовности. Не было, знаете, вот такое состояние, когда вот то, что мне нужно сделать, да, оно требует от меня каких-то больших усилий, но у меня пока этих усилий нет. У меня есть усилия только на один рывок, на конкретный рывок. И пока я не буду убежден вот в том, что, знаете, как это, вот из последних сил, вот прям на один выстрел, что ли, вот из лука,
Но для этого мне нужно как-то вот все просчитать, быть уверенным, и только тогда я могу сделать такой, знаете, вот последний выстрел, последний удар, потому что сил нету, сил нету. И вот вы ждали, да, что человек все-таки совершит вот этот, здесь даже не прорыв, а вот хватит ему силы сделать вот последний шаг, последнее действие, последний выстрел, что-то такое, но человек не сделал. На что он должен был решиться? Ну, двойка кубков, да, на отношения. Есть такое ощущение, что, возможно, он был, по вашему мнению, да, близок к тому, чтобы вступить, возможно, с вами в отношения, в партнерство, в любовь, в взаимность. Даже если, допустим, это не отношения, мы не будем привязываться, да, а в общем какой-то энергии, взаимности, да, то человек не был готов. Почему? То есть он не готов был взять вот эту вот любовь, да, вот этот кубок и прийти к двойке. Почему? Потому что, ну, у него на тот момент было пресыщение, то есть ему было не до чувств, понимаете? И девятка жезлов тоже на это указывает. То есть я не готов, я не готов. Вот. А так ли это на самом деле, потому что здесь дьявол выпадает, так ли это на самом деле? На самом деле причина была в том, что была какая-то череда мелких помех, и то ли человек здесь это воспринял, опять же таки искаженно по дьяволу, что, возможно, это какой-то знак, поэтому мне туда не надо, либо человек уже настолько, знаете, заколебался, что, ну, оставил это. Вот оставил это в сторонку и сказал, что, ну, нет, пока я не хочу. Это бывает так, знаете, когда у тебя не очень хорошее настроение, либо ты торопишься сдать какую-то работу, и вот ты садишься за компьютер, и начинается. Закончилась батарейка в мышке, западает в клавиатуре какая-то кнопочка, открываешь какой-то файл, он не открывается, интернет грузится очень медленно, тут по ошибке не туда нажал, этот файл удалился, начинаешь это восстанавливать, и вот от череда неудачи, в какой-то момент ты доходишь до пикового состояния, злости, говоришь, да гори оно все, что мне тут упало, да гори оно все синим пламенем, не хочу, я отказываюсь от этого, да вот, значит, это, возможно, какой-то знак, что это не мое, и мне это не нужно. Поэтому пресыщение по четверке кубков здесь было такое, может быть, человеку была череда каких-то проб, да, и, ну, оно не увенчалось. То есть человек, может быть, и так сказал, и тут здесь мы не поняли, здесь не тот смысл, здесь сообщение не дошло, там не те знаки препинания, тут тебе Т9 исправил не так, как надо, и вот этот вот ссора, ну, в общем, что-то такое, да, и человек сказал, что нет, я не хочу. Я не хочу. Он не полностью отказался, но вот именно на том этапе, да, он не был готов как-то вот проявить инициативу. Причина просто его внутреннее состояние. Здесь даже причина не в вас, а в его внутреннем эмоциональном состоянии, пресыщении, когда мне ничего не нужно. Меня и так все устраивает, мне и так все хорошо. Опять же таки скажу, это не только в контексте личных взаимоотношений, да, любви. Это может быть, например, там, я не знаю, родители и ребенок, да, к примеру, либо с каким-то родственником, потому что вот мне проходят какие-то здесь родственные связи, либо это, например, какое-то партнерство, да, в профессиональной сфере. Вот здесь что-то такое. Так, ну, теперь давайте посмотрим вас, да. Почему вы не можете решиться на что-то? Сначала посмотрим на что, а потом почему. На что вы не можете решиться? На короля Пентаклей, да? Ну, понятно, как будто вот не можете как-то организовать свой то ли материальный мир, то ли быт, то ли финансовую сторону вопроса, то есть либо что-то связанное с работой, может быть, да? Какое-то вот новое начинание. Вам как будто бы не хватает здесь каких-то идей. Не хватает идей и не хватает желания. Вот желания что-то сделать. То есть вы готовы, да, исполнить, вот если бы был какой-то готовый план действий, все прописано, то есть вот вам бы что-то уже порекомендовали. Это как это, знаете, как франшиза.
готовое просто берешь и воплощаешь. То есть за тебя уже все продумано, как это будет организовано, как это будет выглядеть, все. Ты берешь эту франшизу и делаешь, и в дальнейшем зарабатываешь на ней. Вот если бы это было вот что-то в таком формате, вы бы согласились. А здесь вот вроде бы вы и готовы работать, вы готовы прикладывать усилий, вам это, может быть, нравится, но я не совсем понимаю, как, и я не совсем понимаю, нужно ли мне, да, то есть сколько усилий я должна, либо буду прикладывать, и вот нужно ли оно мне по поводу желания, то есть вы здесь как будто бы не особо горите этим. Так, еще, да, на что вы должны были тут решиться, преодолеть, да, пятерку пентаклей. Но здесь не хватает, вот я говорю, не хватает как будто бы каких-то ресурсов, не хватает каких-то сил. Что здесь за сил не хватает? Какого-то удовольствия, да, здесь вот наслаждение, удовольствие. Скорее всего, не хватает удовольствия от той задумки, либо от той деятельности, которую вы здесь хотите. Либо вы понимаете, что это удовольствие, оно какое-то временное. А вообще такое ощущение, что вот как будто бы настроения здесь не хватает. Ну, другого настроя, да, другого настроя, я бы так сказала. Может быть, отдыха не хватает, но здесь отдых не спокойный, не в плане полежать и все такое. А здесь вот как будто бы такое ощущение, что, знаете, не хватает, вот как в молодости, да, работа, потом после работы идешь в какой-нибудь бар, зависаешь, да, а потом с красными глазами идешь на работу, и ты уже 2 суток не спишь, но тебе классно. То есть тебе сил хватает, у тебя работа нормально работается, да, потом ты приходишь и все, и вымер там до следующего утра. А с возрастом ты уже понимаешь, здесь бы 8 часов, да, как-то выжить на работе, о каком уже баре мы говорим, да, о каких тусовках, и потом еще на следующий день на работу, я откажусь. Вот какое-то такое здесь состояние, вот не хватает этого. Хорошо, почему вы не можете решиться на реализацию, да, то есть почему? Хотя, в принципе, сказала, но в любом случае, почему? Девятка пентаклей, да, у нас девятки пошли. У меня такое ощущение, что вот этот временный достаток, который у вас присутствует на данном этапе, почему я говорю временный, потому что он, ну, не конечный, есть какой-то успех материальный, но он как-то, знаете, ощущается как мне уже и так как будто бы хорошо. Вот девятка пентаклей, она всегда указывает на то, что вот мне и так хорошо на данном этапе. Как правило, по девятке пентаклей проходят заядлые холостяки. То есть это те люди, которых вот устраивает их образ жизни. Да? Я не хочу ничего менять, я не хочу там вступать в какие-то отношения. Я не готов. В этом нет ничего плохого, просто я имею в виду там в отношениях к браке. Да? То есть если их спросить, это люди не одиночки. Но их устраивает все так, как есть. Вот здесь примерно какая-то такая энергия. Почему вы не можете решиться? Потому что, не знаю, вот здесь не вопрос того, что я не вижу ценности, да, того, что я хочу. Либо я не понимаю, для чего мне это. А здесь вопрос ресурсности, что вроде бы сейчас то, что у меня есть, но оно и так хорошо. То есть зачем мне стремиться еще больше реализоваться, если, допустим, у меня есть работа, у меня есть определенный доход. Да, он вроде бы не миллионный, как говорится, но я не голодаю. Меня, в принципе, на меня одного, как минимум, да, устраивает. Но если есть семья, конечно же, у семьи растут потребности. Ну, ладно, где-то что-то сократим, где-то что-то добавим, все будет нормально, приведем в порядок. То есть зачем прикладывать еще усилия, если в теории вот то, что есть, это не так-то и плохо. Вот здесь какая-то такая энергия идет. Почему еще вы не можете решиться? Потому что вы понимаете, что для реализации вашего желания нужно будет начать заново. Это как, знаете, вступаешь в отношения и, там, я не знаю, находишься в них там 5-7 лет, а потом наступает, ну, разрыв, да, вот, люди расходятся.
И через какой-то период ты понимаешь, что вот, ну, может быть, заново, да, вступить в какие-то отношения, а потом сидишь и думаешь, вот это заново узнавать человека, это заново ходить на свидание, это заново там, я не знаю, почему-то я сказала, да, карта холостяков, потому что они вот так думают, это вот заново там что-то делать, а оно мне нужно, вот что я хочу, ну, условно говоря, да, допустим, какого-то, сейчас я еще закрою этот аркан звезды, на всякий случай, сейчас вот так. Я поясню, почему. Если здесь нету больше нигде, чего-то такого голого нет. Если, допустим, мне там нужна какая-то близость, ну и разовая подойдет. Ну ничего, что нету там каких-то эмоций, ну вот вроде бы и так устраивает. Вот здесь что-то такое. То есть человек понимает, что нужно будет обнулиться, нужно будет заново включаться в этот процесс. Здесь сил нет у человека, понимаете? Вот это вот причина, почему вы не можете решиться. Почему я закрыла аркан звезды? Потому что здесь обнаженное тело, а у меня есть предупреждение на моем канале, я забыла, и в этом-то моя ошибка, да, мне пришло, в принципе, расклад я закончила, это что, если вы не думали, что я не закончила. Мне пришло предупреждение на YouTube, кто находится у меня, подписан на меня в телеграм-канале, знает, что я об этом говорила. Мне пришло сообщение, предупреждение за то, что я нарушаю правила сообщества и в данном случае показываю обнаженное тело. Но обнаженное тело не в колоде Таро это было, а это была у меня заставка на ролик «Миф Персея и Андромеды». Я там поставила картину. Не помню, Шарль, как-то так его звали, художественная картина 1740 года на заставку. И там, значит, Андромеда, она была наполовину обнаженная, то есть она своими руками прикрывала грудь, а гениталии были прикрыты полотном. И единственное, что было видно, это ее руки и живот. А поскольку в YouTube все отслеживается через боты, а боты, с ними договориться невозможно, вот, мне этот значок, эту заставку, эту обложку мне забанили, и мне пришло предупреждение по поводу того, что я нарушаю правила сообщества в контексте того, что показываю и пропагандирую наготу. Вот, конечно же, я подала на апелляцию, но если вот придет какое-то решение, я вам скажу, если вам будет интересно, пока я в ожидании, да, что мне скажет. Вот, потому что... ну, как боту объяснишь, что это художественная картина была, да? Есть правила сообщества, там запрещено оружие, насилие, нагота, наркотики и так далее, то есть там целый перечень, чего можно, а чего нет. Вот. А поскольку отслеживает бот, он не понимает, даже если это маленькие какие-то картинки, микрокартинки, и в них есть обнаженное тело, кстати, нам еще нужно аркан мира прикрыть, да? А то кто его знает. И я просто про это забыла и сейчас увидела и вспомнила. Вот, банят даже и за такие вещи, предупреждения. Вот, и это серьезные вещи. То есть одно дело, если первое предупреждение, причем оно же не на один день, а на 90 дней. Если в течение этих 90 дней я опять что-то там нарушу, вот, мне на неделю запрещат выкладывать ролики и как-то с вами взаимодействовать. То есть это серьезные такие вещи, поэтому раньше, когда видела это у таролога, думаю, что они там закрывают, особенно, знаете, это Монару, либо Таро наслаждение и все такое. Что они прикрывают, я не совсем понимала. А теперь, когда я с этим столкнулась, вот, теперь я понимаю, да, то есть мне объяснили. Вот такой был сегодня расклад. Благодарю вас за внимание. Всем отличного мая, хорошей, приятной недели. На этой неделе в выходные, в пятницу выйдет анонс, в выходные я проведу блиц на тему потока. Кто любит тему потока, приходите, буду рада вам сделать расклад, но, пожалуйста, сначала, как я и пишу в анонсе, да, сначала мы договариваемся, можно или нет, а потом проводим оплату. Вот. Не надо мне сначала платить, а потом договариваться. Это просьба. Так, на этом все. Всего самого наилучшего. Всем пока-пока.